Во время Тимура он у нас солдаты приготовил плов. Ой, молодец. Это ты меня превысил. Из одного автомобиля сколько металлов, сколько шариков. Ого, на год хватит один автомобиль. Вот такое животное есть, большой рог у них. Лось, вот, например. Вот такие будет. Очень острый нож. Вот это я сам дома пользуюсь уже 11 лет. Как новый стоит, он нормальный режет. А вы сами любите плов? Не. Я только шашлык. Здравствуйте, команда My Good Knife в Узбекистане. Хотя, глядя на суперсовременный интерьер этого поезда, сложно в это поверить. Но мы едем в Самарканд на высокоскоростном поезде Афросиаб, который так называется в честь древнего городища, которое находится на территории Самарканда. Туристов Самарканд привлекает, конечно, не только архитектурой и историей, но и своей кухней. Считается, что именно там делают лучший в Узбекистане плов. Так что поедем, проверим и обязательно посмотрим, с помощью каких ножей его готовят. Ведь говорят, что в Узбекистане пчаки, местные национальные ножи, до сих пор используются повсеместно и в быту, и на кухне. В нашем путешествии по Узбекистану мы проверим, так ли это, и, конечно, постараемся разузнать про пчаки как можно больше всего интересного. Самарканд – один из древнейших городов мира, в XIV веке ставший столицей огромной империи Тамерлана. Здесь сохранились уникальные памятники архитектуры, украшенные майоликой, мозаикой и резьбой по камню. Здесь бережно охраняется как культурное, так и ремесленное наследие. Самарканд яркий и солнечный даже зимой. И после финских холодов и снега первое, куда хочется, это на рынок. В любое время года пахнущий летом, дынями, свежей зеленью и разными южными специями. Вообще, местная еда, узбекская кухня, никого не оставляет равнодушным. Лагман, шашлык, плов. Даже от этих слов рот уже наполняется слюной, а желудок начинает призывно урчать. Плов в Узбекистане считается не просто главным, а прямо культовым блюдом. В каждом городе есть так называемый плов-центр. Это огромный ресторан, где подают только одно блюдо. Готовить плов в таких центрах начинают около 7 утра. Часам к 12 он готов, а к 2 уже съеден. Причем, как выяснилось, в Узбекистане действует настоящее рисовое противостояние. Каждый город имеет свои особенности приготовления плова и, конечно же, считает, что плов лучший именно у них. В Самарканде, естественно, утверждают, что лучший плов самаркандский. И самое удивительное, что делают его отнюдь не из ароматной баранины, а из говядины. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Я, честно говоря, никогда не видела казанов такого размера. Сколько вмещается плова сюда? Вот на один казан. Вот. Сначала начинаю с этого масла. Здесь 15 литров масла. Потом мясо кладем. Здесь мясо 60 килограмм мяса. 60 килограмм морковка. 60 килограмм рис. Это на один казан. А вот такое количество моркови, это все нарезается вручную, Да, ножом, ручную, никаких да, шинковочных аппаратов? ручную. Потом внизу вот есть кшмиш есть, и потом красная морковка есть. Все, больше ничего не там. А желтая это редька местная какая-то? Да, это какой у нас стиль такой, да, вот. Тоже морковка красная, это желтый. Желтый такой режим, а это кубиков зеленый, красный. Что такое яркое, красивое, и так пахнет, с ума сойти. Узбекистане самый лучший плов в Самарканде. Может, в другой районе попробовать, не такой. Вот разница из Ташкента, это самаркандский. Вот приготовили почти одинаковые. Они когда готовят, вот, морковки, мясо с рисом мешают. От всех других самаркандский плов отличается тем, что его готовят и накладывают слоями, ни в коем случае не перемешивая. На перемешанный плов, приготовленный в других городах, самаркандцы смотрят свысока и называют его вчерашним. Дело в том, что по преданию самаркандский плов своим происхождением обязан Амиру Тимуру, Тамерлану. Говорят, Тимур очень любил плов и, конечно, желал, чтобы он был только что приготовленным. В качестве доказательства того, что блюдо абсолютно свежее, Тимур требовал подавать плов так, как он готовится, слоями. Так что повар уже не мог подать вчерашний плов, ведь не перемешивая, его разогреть невозможно. Мы не мешаем, только мы мешаем рис. Потом вот когда начинаем кладить на тарелку, сначала рис, потом наверх морковка, потом мясо. А вот в Ташкенте вот
другой регион, они мешают вместе, когда приготовить. Морковка, мясо, все мешает. Вот. Вот, сначала рис, потом вот так возьмем морковку, вот, наверх кладем. Сами наверх мясо. Вот самаркандский, ташкентский, раз у нас такое. У нас здесь масло, 5 видов, кунжит есть, ореховое масло есть, хлопковое есть, и зигир тоже есть. А какими ножами пользуетесь и вы, и другие повара? Европейскими или вы пчаками пользуетесь? Ножом обычный вот такой вот нож. Вот такой. А пчаки не используют на кухне сейчас? Вот это сюрприз! Я-то думала, что в городе, где так сильно чтут традиции, уж точно используют национальные, аутентичные ножи. Тем более при приготовлении любимого блюда Амира Тимура, который жил, царствовал и похоронен здесь, в Самарканде. Одно из самых посещаемых мест в Узбекистане – это, конечно, мавзолей Тимура. И по одной из версий, именно благодаря Тамерлану в XIV веке появились пчаки. Якобы он запретил гражданским мужчинам носить боевое оружие. И так в качестве бытовой альтернативы появились на свет ножи с загнутыми клинками, которыми невозможно было нанести колотые раны. Медресе и мавзолеи Самарканда уникальны и надолго останутся в памяти. Да и плов здесь действительно очень вкусный. Но вот хороших пчаков мы не нашли, поэтому отправимся в древнюю Бухару, город, который издревле славился и торговцами, и ремесленниками. Добраться из Самарканда в Бухару сегодня очень просто. Это всего лишь 1,5 часа на комфортабельном поезде. Билет в бизнес-класс стоит около 13 евро. Бухаре более 2500 лет. Этот город был завоеван Александром Македонским, разрушен Чингисханом, перестроен Тимуром, но всегда оставался самым почитаемым из городов Средней Азии и великим торговым центром на шелковом пути. Торговля национальными товарами и сегодня здесь очень развита. Пчаков в Бухаре очень много. Они продаются в прямом смысле слова на каждом углу и в каждой подворотне. Как выяснилось, ножи в Бухаре можно купить практически в каждой подворотне. Но, как нам рассказали за небольшую мзду местные жители, оказывается, некоторая часть этих изделий китайские. Но китайские не в том смысле, что они сделаны в Угории, а в том, что местные умельцы просто покупают какой-нибудь дешевый китайский нож, напильником придают ему форму пчака и приделывают традиционную узбекскую рукоять. Ну и продают в качестве кованых узбекских ножей. Так что жители Бухары – достойные сыны Хаджи Насреддина. Но мы нашли место, где продают настоящие кованые пчаки, где работает мастер уже в 6-м поколении. Согласно летописям, кузнечное мастерство в Бухаре получило особое развитие с X века. Тогда и последующие столетия местные мастера славились особыми техниками работы с металлом. В конце XIX века в Бухаре работало более 150 кузнецов, сегодня их около 40. Усто Шакир Камалов известен как в Узбекистане, так и за его пределами. Мастер часто участвует в международных выставках, но главное – хранит традиции предков. В его кузнице можно посмотреть, как он вместе с сыном создает пчаки. Конечно, кто, как не представитель целой династии кузнецов, уж точно знает историю возникновения пчаков, как они появились и почему имеют именно такую форму. И действительно ли они появились на свет благодаря Тамерлану? Эти формы появились в Бухаре, я имею в виду Бухаре, это уже было где-то в 7-9 веке. Вот так еще после саманидов, вот если у нас такой период саманидов, они и появились, вот эти чисто бухарские ножи, то, что вы видите. Есть ножи, которые, вот я вам сейчас говорю, покажу. Вот этот нож посмотрим, вот этот нож. Разница одинаковая, ковка, металл одинаковый бывает. Ручка разная бывает, потому что ручка, когда делают, чтобы было он красивее и удобнее. Но форма самого ножа, они должны быть вот так. Прямой и чуть-чуть кончик выкрутить. А вот это, почему кончик выкрутить такой? Для обработки шкурки, барана или другой животное. Это чисто бухарский нож. Есть тоже такая же ножи, оно прямое. Вот.
Видите, а кончик, вот он прямой, смотря на ручку, он идет прямой, а здесь чуть загибающий. С этим ножом они режут чего? Арбуз, дыни и другие вещи. Существует несколько разновидностей пчаков. Некоторые историки разделяют их в частности на андижанский, самый распространенный и привычный, и старобухарский. В старобухарском клинок равномерно сужается к острию. Все лезвие часто бывает дугообразно вытянутым, и такой клинок больше специализирован на работу по мясу, снятие шкуры и обвалку. Пчаки же, которые сегодня можно встретить в продаже, относятся к андижанскому типу. Самая распространенная форма клинка узбекского пчака, считающаяся универсальной, называется кайке. Острие этого клинка располагается несколько выше обуха. Несколько реже можно встретить тугри с прямым обухом. Оба варианта отлично подходят для разделки и нарезки мяса. Своей стали в Узбекистане нет. В старые времена мастера использовали сломанное оружие и другой качественный металлический лом. А с 19-20 века в ход пошли автомобильные рессоры, обоймы подшипников и другие элементы отработавших машин. Вот, пожалуйста, один маленький шарик. Это шарик. Из него делается один нож. Я вам покажу. Оно как мячик подпрыгивает. Опа. О, видите как? Ничего себе. Это самые хорошие стали. Оно режущие, острые и долго времени будет работать. Вот хороший стал. Вот из него я сейчас дам вам откую один маленький нож. Кованый нож – это есть кованый. Кованый нож – это всегда хороший нож. Когда молотком работает над металл зернистый. И вот эти зернышки, которые по простым глазам не видно, это зернышки еще меньше становятся. И появляются такие лезвия, в этих лезвиях маленькие зернышки появляются. Вот это зернышки начинает режет. У кузнецов есть мелодия, очень красивая мелодия, соответствующая нашему стучанию вот это сердце. Кузнец создает свою продукцию от души по стуку сердца. Если работа хорошо проходит, настроение у мастера поднимается, он дает музыку. У нас музыка вот такая. Для этой работы, кузнечной работы, материал трудно найти. Уголь. Сейчас трудно же, техника развивается, а это остается. Поэтому надо искать работу, найти цвет, аренда. Вот это все убивает мастера. Представляете, на одного человека сколько налогов можно ставить? Сколько времени в среднем занимает именно процесс ковки одного ножа? Большинство мы работаем вручную. Если берем одну нож, уже зависит от самого мастера. Можно за 2 дня одну хорошую нож выпустить, можно за 1 день хороший нож. Это зависит от работы. Кроме простой ножи, мы делаем еще дамасский сталь ножи, которые слоеные. Вот это уже очень трудно, где-то на 15 дней на одну нож можем истратить свое время. Да, ждать нож день, а то и несколько, у меня, увы, времени нет. Да и голод уже дает о себе знать. Жители Бухары, как и жители Самарканда, большие любители плова. И местный плов существенно отличается от самаркандского. Например, тем, что готовится в нескольких казанах, один из которых обязательно медный. Это обусловлено историческими особенностями. Привычные всем чугунные котлы родом из Китая и получили широкое распространение в основном в восточных регионах Узбекистана и Ферганской долины. А вот в Бухаре существовали целые кварталы, где проживали ремесленники, занимающиеся производством медной посуды и изготовлением разного рода котлов. Так что горожане испокон веков использовали местную посуду. Интересно, что вот бывают, например, кафе пельменные, а вот здесь ресторан, где подают только одно блюдо – это плов.
на свадьбы, каждый день на обеды. Есть плов, положенный теперь не руками. В настоящее время плов едят ложкой. Давайте попробуем, чем же бухарский плов отличается от самаркандского. Готовят бухарский плов, как правило, из риса сорта лазер. Он недорогой и вкусный. Его замачивают часа на 1,5, а затем промывают через специальную циновку, которая служит своеобразным ситом. На эту же циновку рис выкладывают после отваривания до полуготовности. Бухарский плов вообще относится к так называемым откидным пловам, когда почти все ингредиенты отвариваются по отдельности, после чего в медном казане перекладываются слоями, доводятся до полной готовности и в конце обдаются сверху кипящим маслом. Бухарский плов называют диетическим, ведь все ингредиенты не жарятся, а только варятся. Плюс при его приготовлении не используют животных жиров, таких как курдюк. Да и мясо, как правило, не жирная говядина. Вы 20 Да, лет готовите плов? Да. Каждый день вы готовите Да, плов? каждый день. Скажите нам, пожалуйста, чем бухарский плов отличается от самаркандского? Самаркандский, не видно, я не знаю. А почему используется медный казан? Так вкуснее получается? Да. А на сколько человек такой казан? На Это сколько 150 человек. 20 килограмм рис, 15 килограмм мяса. Какое мясо вы используете, во-первых? Мясное. Мясо говядина. Говядина, не баранина. Не. Говядина. 20 килограмм морковь, 5 килограмм вот масло сверху будет. Так, что там еще видно? Нут, изюм. Изюм. Какие еще секретные добавки? Секрет нет. Зира. Зира. А вот зиры, кстати, много. И это вот реально отличие от самаркандского плова, потому что там зиры вообще не было. А здесь прямо видно зернышки зиры. А скажите, пожалуйста, какими ножами вы готовите? Традиционными узбекскими пчаками или обычными кухонными ножами? Не, европейскими? обычный. Вот обычный нож. А вы сами любите плов? Не. Это только шашлык. Наиболее привычный нам вариант узбекского плова с бараниной готовят в Ташкенте. И оказывается, там, в центре плова, находится самый большой казан. Конечно, надо обязательно съездить и посмотреть. В ташкентском центре плова подают в основном два вида этого блюда. Свадебный плов с нутом и курдючным салом и ферганский из темного риса дивзира. Но последний можно застать редко. Свадебный плов готовят в огромном 3-тонном казане. И он не единственный, есть еще 4 или 5 поменьше. Свадебный плов украшают кусочками конской колбасы и перепелиными яйцами. Это действительно очень вкусно и недорого. Большая порция стоит около 2 евро. Но ташкентский плов, в отличие от ферганского, конечно, уже диетическим не назовешь. Для приготовления ташкентского плова повара, как выяснилось, также не используют пчаки. И прогулявшись по знаменитому местному рынку Чорсу, стало понятно почему. Для хозяйственных принадлежностей на Чорсу выделены отдельные павильоны. Здесь те, кто работает на кухне, закупают и обслуживают кухонный инвентарь. Часто встречаются и точильщики, и продавцы ножей. Но вот ассортимент у них отнюдь не продукция местных мастеров, а дешевые китайские ножи. Цена за кухонный нож в среднем меньше 1 евро. Это самые простые штампованные инструменты из дешевой нержавейки. Кажется, что в этих лавках специально продают такие ножи, чтобы и повара, и хозяйки потом через день приходили в ту же лавку заточить купленный инструмент. Рынок Чорсу в Ташкенте – один из самых старейших и огромнейших в Узбекистане. Здесь настоящее царство кулинарного разврата. Здесь можно купить овощи, фрукты, специи, мясо. И думаю, что именно в мясных лавках мы как раз найдем то, что ищем. Пчак – идеальный нож для разделки мяса. Ведь, как мы выяснили, уже сама его форма исторически обусловлена как раз тем, что в этих краях разделка барана или другой туши – дело практически повседневное. Но мясники на рынке, как ни странно, предпочитают китайскую штамповку, купленную тут же за углом в хозяйственном павильоне. Впрочем, может быть, просто берегут хорошие ножи. А вот пчаки можно купить только в тех частях рынка, где торгуют сувенирами, и можно найти покупателя побогаче. Здравствуйте! Наконец вы нашли настоящие узбекские пчаки. Да, вот это, пожалуйста. Это узбекские ножи, все ручная работа. Очень хорошие ножи они. Каких вам интересует? Сами лучшие вот это. А сейчас вообще используют сами узбеки пчаки на кухне, например? Да, у нас всех пользуют таких. А у вас у самого есть? А? У вас у самого есть пчак? Используете? Да, у нас дома есть вот такой. Я пользую вот такой дома пользую. Очень острый нож. Вот это я сам дома пользуюсь уже 11 лет. Как новый стоит, он нормальный режет.
2-3 раз поправить, будет острый. Это $100 чем-то будет, да? Но вот это тоже такой же, чуть короткое лезвие. Просто ручка здесь архаровые рога. Сами твердые рога друг другом берется, не сломается. На обоих ташкентских рынках, Алайском и Чорсу, пчаков продают много. Здесь можно купить ножи из Чуста, из Шахрихана. Торговцы свой товар расхваливают и цены, безусловно, завышают. Но зато честно говорят, что если мы хотим найти что-то особенное и узнать о пчаках побольше, нам надо отправиться в Ферганскую долину. Что мы и сделаем. Рынок – это, конечно, хорошо, но правды здесь не найдешь, потому что торговцы, как вы понимаете, рассказывают все то, что вы хотите услышать. Поэтому мы поедем в Чуст, в город, где делают ножи. Когда-то в советское время именно здесь, в узбекском городе Чуст, находился знаменитый завод по производству ножей. Но мастерство изготовления пчаков появилось здесь вообще задолго до СССР. Одни говорят, что и сегодня здесь можно найти хороших мастеров, которые делают качественные пчаки. Ну а другие говорят, что с тех пор, как закрылся завод, хороших ножей в Чусте никто и не делает. Давайте проверим сами, как оно обстоит на самом деле. Чуст – один из древнейших городов Ферганской долины, ему более 3500 лет. Знаменит он тем, что является родиной тюбетейки и бизнесмена Алишера Усманова. Ну и, конечно же, известен своими ножами. Чуст является одним из самых древних центров обработки металла в Средней Азии. В Национальном музее Ташкента выставлены ножи и наконечники стрел, сделанные в Чусте более 3000 лет назад. Столицей ножей же небольшой город Чуст стал в 1970-е годы с появлением Чустовской ножевой фабрики, делавшей хозяйственные ножи. Хотя кузнечные артели здесь оформились еще раньше и существуют и по сей день, а завод давно закрылся. Впрочем, владеют кузнечными артелями зачастую как раз бывшие работники ножевой промышленности. Они в своем ремесле соединяют советский опыт с древними традициями. Многие мастера сами же и продают свою продукцию на местном рынке, где от разнообразия пчаков просто разбегаются глаза. Говорят, что в Чусте делают самые хорошие в Узбекистане ножи. Так ли это? В мире. А расскажите, чем ваши ножи так хороши, чем они отличаются от других узбекских пчаков? Красивые вещи. 2 года работал на заводе. А, вы работали на этом заводе? Оттуда пенсию вышел. Сам потом мастерство, что сейчас фабрика. Как и все современные узбекские кузнецы, мастера в Чусте создают свою продукцию из хорошего стального лома – напильников, шарикоподшипников и клапанов. Вот, допустим, берите напильника, вот это напильник, хороший сталь. Из напильника у него есть зубчики. Берите пилу, вот еще полотно, вот, который режущий металл. Это очень крепкий металл, зернистый металл. Вот, поэтому они и режут хорошо. Вот. Ну, уже это надо понять, какой металл, чего, из чего. Вот нержавеющий сталь у них в составе такого нету. Простое отковывание все. Или в рессоре, вот автомобильный рессор, еще там клапана тоже. Это обозначает для того, чтобы вот клапана, он суждено работать поршней в машине. А это большой градус, большой, как его, градус, вот свой состав стали он утеряет. Поэтому они меняют вот эти клапана. А шариковый, это еще обойме, оно для хрупкий сталь, он держится, он никогда не нагревается. Кузнец только нагревает на него. То есть вот эти шарики – это, в общем-то, самые оптимальные по химическому составу и по своим свойствам, да, самая да, оптимальная да. сталь это для… мое мнение. Что очень интересно, у вас печь. Из чего она, да? Из простой кирпича и глина. Все. Если огнеупорный кирпич будет, тоже хорошо, устойчиво будет. Огонь, уголь кузнечный, а здесь дует вот здесь. Здесь дует немножко этот. Вот вентилятор есть, моторчик есть, дует отсюда. Основные стадии изготовления ножа – ковка, закалка и отпуск, шлифование клинка, заточка, полировка и установка рукояти. Установка рукояти бывает двух видов. Йорма – вариант пчака с накладным монтажом ручки, когда две накладки с помощью заклепок крепятся на цельнометаллическом клинке с двух сторон. Или же сухма – это вариант цельно-всадной рукояти. Рукоять пчака сухма обычно изготавливается из целикового материала, в который можно вставить хвостовик клинка и придать рукояти классическую форму.
Рукоять традиционно сотни лет изготавливается из рога разных животных, кости и древесины. Кость вот. Чисто вот это кость вот это вот. Вот такой кость, мана. Скипятим, вот это глазки будет потом. Такие глазки будут вот такие. Цветные костяные кружочки, которыми украшают рукоять, называются кёз. Считается, что такое украшение идет еще с языческих времен и означает «солнце», повелителя жизни. Иногда каждый кружочек кёз дополнительно окружен рядом мелких точек. Также рукоять инкрустируют перламутром, садафом. Еще одним украшением служит гюльбанд, иными словами больстер. Он изготавливается, как правило, из разных сплавов олова, а у дорогих ножей – из мельхиора. Часто он украшен резьбой, окрашенной в красный или же черный цвет. А у дешевых пчаков больстер может быть из недорогого металла и не иметь вообще никакого рисунка. Здесь ручка подбирается. Вот такие кости. Вот. Вот так. Вот. О. Намеряет вот так. Мана. Померим вот так. Вот. Смотри, вот. Мана. И на два части разделить вот это с оба стороны. Вот это. Это очищается, скипятим с порошком, стиральным порошком вот эти. Потом разделим на две части, заполняем вот здесь. Эти целиком. Вот это разделочные вот здесь. Заклепаны вот с двух сторон. Природный рог сайгата. Они же растут. Вот у нас есть, они оттуда выбрасывают. Они сбрасывают рога? Они сами выбрасывают, мы подберем. Вот рог. Вот, пожалуйста, вот рог. Они подбрасывают, а мы подберем. И спасибо скажем этому сайгату, что он нам дает рог. При накладном монтаже рукояти по периметру хвостовика припаивается полоска из меди или латуни. На узбекском языке она называется бринч. Бринч соединяется с больстером и имеет не только декоративное значение, но и образует силовой каркас рукояти. Клинки большинства пчаков из высокоуглеродистой стали имеют темный цвет с переливами. Дело в том, что мастера специально чернят клинки железным купоросом. Такое воронение дает не только цвет, но и коррозийную защиту. Ухаживать все время сухим тряпочком притереть его надо. Все железы, даже Дамаск, кроме нержавеющей стали, кроме этих, они все ржавчины появляются у них. Поэтому надо ухаживать на них, чистить. Если ничего нет, об земле, в огороде, вот так 2-3 воткнет, он чистенький бывает. Сталь такой вещь, видите, он дышит. Он как человек, он дышит. Хотя самыми известными являются ножи из чуста, самые распространенные в Узбекистане именно шахриханские. И даже поговаривают, что мастера из чуста иногда закупают у местных кузнецов заготовки. Городу Шахрихан больше 200 лет. За эти 2 века он прославился в первую очередь своими ремесленниками. Издревле женщины изготавливали здесь текстиль, а мужчины – ножи. Шахрихан стоит на берегу канала, и по берегу расположены многочисленные мастерские. На каждом углу можно услышать стук кузнечных молотов. Это целый ремесленный город, где за каждой второй дверью работают мастера пичокчи, а точнее целой династии мастеров. Здесь находится целый пичак-бузор – торговые ряды, где продаются только пчаки. На этом базаре, как правило, закупаются перекупщики, которые потом эти же ножи продают в Ташкенте втридорога. Ножи здесь на любой вкус и карман. От аутентичных карбоновых с традиционными рукоятями до замысловатых сувенирных сабель с рукоятками из лосиных рогов и дешевых ножей из нержавейки с ручками из разноцветного оргстекла.
Большая часть узбекских пчаков, которые можно купить как в Узбекистане, так и за его пределами, сделаны именно здесь, в городе Шахрихан. Здесь находятся не только самые длинные торговые ряды, где можно купить ножи, но также работает больше всего мастеров. На берегу реки находятся целые артели, где работают мастера, которые производят пчаки. Давайте навестим одного из них и попробуем узнать какие-нибудь секреты ремесла. В каждой маленькой артели всегда работает несколько человек. Один кует, другой шлифует и затачивает, третий изготавливает рукоятки и так далее. В Шахрихане совсем нет туристов, поэтому на приезжих все выходят посмотреть. Сначала чувствуешь себя не очень уютно, потому что в Андижанском районе люди немножко суровы, но потом понимаешь, что это обманчивое первое впечатление. На самом деле все так же гостеприимны и дружелюбны, как и во всем Узбекистане. Здравствуйте, мастер. Очень приятно с вами познакомиться. Меня Виктория зовут. Приятно. А меня зовут Хаким. Расскажите, пожалуйста, говорят, что сейчас именно в Шахрихане делают самые лучшие пчаки. Так ли это? Правильно. Чувствую, мастеры мало, а здесь много. Потому что у нас дядя сделал этого, мой дед сделал этого, и я сам сделаю. Большинство кузнецов и их подмастерий – близкие или дальние родственники. Приучать к мастерству начинают с детства. Сыновья и племянники приходят в мастерскую, смотрят и учатся. Им сначала доверяют простые задания, ну а потом постепенно, со временем, подмастерье становится умелым кузнецом. Мы всегда, чтобы наша традиция, но эта работа очень тяжелая, не каждый учеником пойдут. Придут, они завидуют, хотят обучаться, вот, но они, когда увидят такой труд, вот видите, как кувалды из маленького шарика делают при помощи кувалды вот такой один нож. Это очень трудно, вот, они быстро уходят. Поэтому мы вынуждены своих детей, своих внуков к этому, чтобы продолжать вот эти традиции. Во сколько вы своего сына начали учить своему Я с малых лет. Меня как учил отец, я вот этого сына из малых лет. Притом мы будем учить их на с таким языком, чтобы вот эта работа не надоела ему. Мы умоляем, просим. Это уже внутри нашей. Значит, например, сыночек, подмети, пожалуйста, в мастерской. Он подметает. Сыночек, вот тебе тенничек, вот тебе на школу. Он привлекает к этой работе. Мы начинаем привлекать их. Если сразу будем ругать, подмети, грубо, он быстро уходит. Поэтому мы привлекаем их к любовь к этой работе. Потом появляется, а когда он самостоятельно будет из твердой металла, из проволоки, из листовой стали или какой-то что-то он сам приготовит, допустим, ножницы, маленький ножичек, или же какую-то лопату, или что-то, он уже увидит, что из его руки появился вот такой вещь. У него появляется нож, а когда он принесет и покажет, ой, молодец, это ты меня превысил, тут хороший, ой, от тебя хороший мастер выходит. И наоборот, он будет хвалиться, он будет уже ребенок. Вот такие пассивники. Особый, это самый крепкий материал. Лучше ножи сделаем из этого. Вот это кусок подшипника. А какая температура должна быть в печке? Около 1000. Сколько у вас уходит времени на один нож? Вот от и до. От и до разные бывают. Сейчас вот такие, видели такие нож? 2 или 2,5 часов будет готов. При создании пчаков в Шахрихане не используется практически никакой автоматики, разве что поддув в кузнечной печи работает от электричества, да шлифовальные и точильные круги также работают от электрической сети. Вся же работа кузнеца – это полностью ручной труд. Многие обращают внимание на светлое пятно на клинке, расположенное прямо у больстера. Это след от соединения клинка с хвостовиком. Такую операцию может произвести только очень опытный мастер, так что пятно – своего рода знак качества. Как правило, хвостовик изготавливается из простой, но прочной стали. Он отдельно выковывается, отдельно закаливается. Затем мастер соединяет его вместе с заготовкой клинка, присыпает бурой и отправляет в печь. После чего еще немного обрабатывает получившееся соединение молотом. Если бы хвостовик с клинком были бы выкованы из единого куска,
клинок мог бы просто ломаться в области шейки. Во избежание этого хвостовик и припаивается отдельно. После того, как хвостовик присоединен, мастер начинает придавать заготовке характерную форму пчака с загнутым вверх кончиком клинка. Украшение самого клинка называется тамга и является своего рода визитной карточкой. В принципе, тамга может быть какой угодно, но чаще всего в чусте ставят клеймо с надписью «Чуст», а в шахрихане это латунный полумесяц со звездами и хлопком. Некогда количество звезд означало число учеников, которых мастер воспитал, но сейчас такие клейма носят скорее декоративный характер. Клеймо выбивается на клинке, затем присыпается бурой, накрывается маленькой медной пластиной и нагревается. Бура – высокотемпературный флюс, который часто используется при соединении металлических деталей методом пайки. Она идеальна при работе с латунью. При изготовлении пчаков буру используют как для создания клейма, так и для присоединения хвостовика к клинку. Тамга обычно расположена на левой стороне клинка, под долом, если он есть. Клеймо на клинке – атрибут именно узбекского ножа. На таджикских кордах, например, оно ставится на больстер. В Шахрихане живет около 80-90 тысяч человек, и, как говорят местные, в производстве и продаже ножей так или иначе занят каждый 4-й или 5-й житель. Но дело совсем не в том, что это какой-то особо прибыльный бизнес. Просто это мастерство, как и любовь к нему, у этих людей в крови. Выгодно ли сейчас заниматься кузнечным ремеслом? Или выгоднее, например, делать тарелки из керамики? Кто больше зарабатывает? Кузнец или гончар? А мне не интересна эта работа. Потому что я кузнец, я люблю свою работу. Больше зарабатывать или меньше, мне не интересно. А таких кузнецов, как мы, очень мало. Большинство уже завод. Вон Китай в одну кнопку уже выпускает много-много ножей. Но кованые ножей трудно найти. Поэтому вот мы трудимся, вот видите. И дорого продаем. Ну как дорого? На одну нож, вот простой такой, который кованый нож, можно китайский нож купить где-то 15 или 16 ножей. Ну, вот представляете, какое выгодно вашему хозяйке. Конечно, вы берете китайские ножи. Таких ножей редко покупают. То, что пчаки используются в Узбекистане в быту повсеместно, оказалось мифом. В первую очередь теперь это сувениры для туристов. И уехать из Узбекистана без пчаков, честно говоря, просто нереально. Но причина того, что местное население сейчас их использует мало, достаточно банальна. Это уровень благосостояния. Местный повар или хозяйка лучше сэкономит и купит не узбекский нож ручной работы, а китайский штампованный, который здесь стоит евро, а то и меньше. Но сами пчаки, которые здесь изготавливаются в кустарных условиях из подшипников и клапанов, обладают неповторимым шармом, это правда. А самое главное, это действительно самый удобный нож для приготовления каких-либо мясных блюд. Даже если вы используете его для приготовления шашлыка, у вас он получится однозначно вкуснее. Попробуйте и убедитесь сами. Спасибо большое гостеприимному Узбекистану, ну а нам пора домой в Финляндию, где не только скопилось много работы, но и также есть много чего интересного. Если вы любите ножи и путешествия, не забывайте в конце ставить лайк и подписываться на наш канал, а также посетите страницу нашего магазина My Good Knife.